Всем привет! Меня зовут Елена. Сегодня предлагаю сделать яркие розы из бумаги. Эти розы обладают уникальной формой лепестков, похожих на языки огня, а желто-красная окраска усиливает сходство с пылающим огнем. Именно поэтому я назвала этот сорт «Огонек». Из акварельной бумаги плотностью 200 грамм на квадратный метр сделала вырубку вот такими ножами. Для серединки я буду использовать вот такой шаблон розы по спирали. Ссылка на шаблоны и ножи будет в описании под видео. Окрашиваю заготовки краской штемпельных подушек с двух сторон. Заготовку для серединки розы делю пополам. Вторую часть использую для следующей розы. Заготовки опускаю в воду и сразу выкладываю их на салфетку. Перед работой с заготовками подсушиваю их салфеткой. Для сборки серединки по спирали использую инструмент для квиллинга. Скручиваю заготовку плотным рулончиком. Снимаю с инструмента и хорошо жму пальцами рулончик с разных сторон. У моей заготовки нижний край неровный, я его обрезаю ножницами. Немного распускаю рулончик, поправляю бутон. У широких внешних лепестков пинцетом отгибаю лепестки наружу. Серединку розы оставляю подсохнуть. Перехожу к цветочным заготовкам. Если они одного размера, складываю их стопкой. Придавать форму лепесткам я буду при помощи круглогубцев, но если их нет, то можно использовать пинцет. Все очень просто. Зажимаю лепесток посередине круглогубцами, пальцами держу лепесток и прокручиваю круглогубцы. На лепестках получается красивая волна. Похожие лепестки при помощи пинцета я делала в видео в подсказке на экране.
Затем у каждого лепестка заготовки поправляю лепестки. Пытаюсь добиться, чтобы лепестки смотрелись более ровно и объемно. Таким же образом придаю форму лепесткам на заготовке поменьше. Затем в центре каждой заготовки булькой круговыми движениями вожу так, чтобы лепестки поднялись вверх. Пока все заготовки для розы подсыхают, подготовлю листья. Тонирую их краской штемпельных подушек. Сгибаю листья по выделенным центральным прожилкам, придавая им объем. Листья получились опаленные солнцем или огнем роз. Собираю цветок на клей ПВА. Лепестки располагаю в шахматном порядке. Перед тем, как вклеивать серединку, на маленькой заготовке в центре на выступающие ребра лепестков наношу по капельке клея. Мой первый огонек готов. Такая роза внесет изюминку в любую работу. Розы сорта огонек можно делать из разных цветочных шаблонов.
Вот несколько примеров. Можно было назвать этот сорт «Лед и пламень». Я очень люблю читать ваши комментарии, они очень вдохновляют. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описании под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментарии, я обязательно отвечу. Благодарю за внимание и до новых встреч!